Всем привет, с вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В этом видео вы узнаете, как смастерить оригинальную ключницу в виде старинной двери из простых подручных и бросовых материалов. Идею этой работы я встретила на просторах интернета. Она мне очень понравилась, и я решила ее повторить. Подробный список материалов находится в описании под видео. Из гофрокартона вырезаем 3 одинаковые детали размером 16 на 24 сантиметра. Также полукругом отрезаем края и в остальных двух деталях. Из гофрокартона вырезаем одну деталь размером 4 на 16 сантиметров и еще одну деталь размером 2 на 16 сантиметров. Одну из деталей вырезаем в виде рамы, ширина бортика 3 сантиметра. Крючки для работы можно применить покупные, тогда отверстия делать не нужно. Я использую самодельные крючки, сделанные из прочной вязальной проволоки для бетонных конструкций. Ссылку на мастер-класс по их изготовлению вы найдете в описании под видео. Маленький лайфхак для тех, кто не может подобрать подходящую проволоку. Можно использовать проволоку, оставшуюся от бенгальских огней. После сжигания счистить нагар, и отличная подходящая проволока у вас в руках.
Далее я использую универсальную финишную шпатлевку, смешанную со столярным клеем ПВА в произвольных пропорциях. Также можно применить обычный клей ПВА, либо вообще его не добавлять, но все-таки с клеем поверхность получается более прочной. После высыхания зачищаем наждачной бумагой. Далее, исключая двери, работу оклеивая салфетками, применяя столярный клей ПВА, немного разбавленный водой, но также можно использовать и обычный клей ПВА.
Для декора я использовала декоративную пуговицу, кусочки кожи и колечко. Окрашиваем работу черной акриловой краской. Перед началом окрашивания не забудьте удалить паутинки, оставшиеся от термоклея. Далее наношу металлики, использую серебро и бронзу. Покрываю работу несколькими слоями акрилового лака с промежуточным высыханием каждого предыдущего слоя. Черной акриловой краской прорисовываем пространство между имитированными досками. Работа готова. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всех моих подписчиков от всего сердечка поздравляю с наступлением весны и желаю всем вам теплого, светлого, солнечного, чудесного и радостного весеннего настроения. Пусть для каждого из вас солнышко светит ярче, а в душе защебечут птицы. Всем вам, мои дорогие подписчики, огромный привет. Всех вас очень-очень люблю, ценю, крепко-крепко обнимаю и целую. Пишите комментарии, поддерживайте мой канал, ставьте лайки и делитесь моими видео в своих соцсетях. Гостям канала предлагаю подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем моим зрителям желаю творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!